Друзья, всем привет! Вот как рассказывает о создании композиции «Be With Me» Димаша Кудайбергена портал Dimash News. 2 апреля на всех цифровых музыкальных платформах вышла студийная версия композиции «Be With Me» Димаша Кудайбергена. Идею аранжировки песни придумал сам Димаш. Певец набросал демо-версию, в ходе работы решив добавить партию дамбры, которую сначала сыграл главный режиссер Казахского государственного оркестра народных инструментов Абылай Талипбергенов. Постоянный аранжировщик песен Димаша, саунд-продюсер Ерлан Бекчурин, прослушав демо-запись, стилизовал ее и добавил пульсацию, оставив при этом изначальную структуру и басовую мелодию. После этого Ерлан пригласил в студию музыканта Адильжана Толукпаева, чтобы перезаписать партию дамбры в более фанковом стиле. Позже к их тандему присоединились композитор Ренат Гайсин, добавивший в аранжировку партии клавинета и духовых, и московский музыкант Марсель Хакимов, перезаписавший партию баса. Я думаю, что в глубине души мы все были вдохновлены творчеством Майкла Джексона, Куинси Джонса и Стиви Уандера. Рассказывая о работе над аранжировкой, поделился Ерлан Бекчурин. Записью голоса Димаша занимался звукорежиссер Дастан Миргалиев. Первый день записи был пробным, чтобы подобрать разные вокальные приемы. На следующий день прошла финальная запись, на которой к Димашу присоединились бэк-вокалисты Расул Усманов, Джордан Аракелян и Зарина Бажакова. Написать текст композиции доверили Джордан Аракелян и Даурену Шамуратову. Джордан сочинила основной английский текст, а Даурен написал казахский рэп, ставший бриджем песни. На вопрос, сложно ли было писать текст на английском, Джордан ответила: совсем не сложно. Во-первых, Димаш довольно четко поставил задачу, а во-вторых, мне легко отталкиваться от эмоционального посыла и настроения вокала. Я на 100% уверена, что люди, которые не знают английского языка, тоже его прочувствовали. Плюс ко всему, Димаш сразу утвердил текст, сказав, что ему понравилось. А это для меня лучшая похвала. Для автора рэп-партии Даурена Шамуратова предложение поучаствовать в новой композиции Димаша стало полной неожиданностью. Он возвращался с работы, когда ему позвонил Ерлан Бекчурин и передал телефон самому Димашу. Артист поделился с Дауреном своей идеей о том, что бы он хотел видеть в тексте песни. Я писал тексты песни для многих артистов. Думаю, именно по этой причине Ерлан мне доверял. Когда поступило предложение от Димаша, я, не теряя ни секунды, поехал в офис к своему знакомому и тут же начал писать. Сочинить текст для мировой звезды для меня большая честь, вспоминает Даурен Шамуратов. Напомним, друзья, впервые композиция «Be With Me» прозвучала в финале онлайн-концерта Dimash Digital Show. Она была своеобразной вишенкой на торте, так как ее премьера была абсолютно эксклюзивной, о которой никто не знал. Сведением и мастерингом занимался Ерлан Бекчурин, в новой студии Димаш Али. Как рассказывает саунд-продюсер, это был в некотором смысле профессиональный вызов, так как при смене помещения и акустических систем ему потребовалось время на адаптацию слуха.
О постановке номера «Be With Me» режиссер концерта Анна Обаянская рассказывает, что ее сюжет диктовали музыка, текст и энергетика песни. Анне сразу же захотелось воссоздать на сцене целый клип. Отправной точкой стала музыкальная форма композиции. В ней четко прослеживаются 3 блока. Контрастные куплеты с ритмичной и мелодичной частями и самодостаточный бридж в виде рэпа на казахском языке. Отсюда и пошла история любовного треугольника. 2 девушки, полные противоположности друг другу, которые борются за внимание парня. И именно они стали олицетворением ритмичной и мелодичной части песни. Действие начинается под землей в метро. Мы видим мчащиеся поезда, афиши концерта Димаша на стенах, уличных музыкантов и появление первой героини-брюнетки. Она тут же проявляет свое внимание к понравившемуся парню. После музыка меняет темп и становится более мелодичной, воздушной, что знаменует появление второй героини-блондинки. Парень словно находится между 2 огней, а поворотным моментом становится машина – красный кабриолет «Мустанг», который разделил номер на «до» и «после». Как пояснила Анна, по сюжету герой увозит девушек кататься по ночному городу, по-прежнему не отдавая предпочтения кому-то из них. Далее действие снова возвращается на сцену, которая теперь уже представлена в виде оживленной улицы мегаполиса. Тут появляются новые действующие лица, бойфренды девушек. Они возвращают своих возлюбленных, а главный герой остается один в поисках своей настоящей, а не мимолетной любви, уточнила сюжетную линию Анна Обаянская. А 2 апреля долгожданная студийная версия песни «Be With Me» стала доступна на музыкальных цифровых платформах Spotify, Boom, iTunes, YouTube Music, Яндекс и другие. Напоминаем, друзья, это была статья, размещенная на портале Dimash News. Всем большой рахмет за внимание. Love you all.